Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, география очень обширная. Очевидно, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро. Но я, во всяком случае, с вами со всеми здороваюсь. Теперь я хочу сказать, конечно, большое спасибо за возможность выступить на столь важном мероприятии. И, конечно, мы очень благодарны за то, что принято решение развивать очень важное и непростое направление, которое называется языковой дипломатией. Но я не случайно сказала, что это непростое направление. Дело в том, что я бы хотела обратить ваше внимание на то, что в Российской Федерации в 2020 году в Конституцию Российской Федерации в 75-ю статью было дополнено, 75-я статья была дополнена очень важным положением. Это формирование солидарного общества. И понятно, что формирование солидарного общества – это политика, не только внутренняя политика Российской Федерации, но, безусловно, что это и внешняя политика Российской Федерации. И базовым в этом направлении, конечно, является языковая политика. Как ценность, которая указана в указе 809, подписанном президентом Российской Федерации. И мы создали в 2018 году Ассоциацию учителей родного, в том числе русского языка, и не случайно назвали именно так. Почему? Потому что понятно, что есть язык объединяющий, язык большинства, но в этом языковом пространстве есть и языки народов, которые стремятся сохранить свой язык в статусе родного. Так вот, выстраивание солидарного общества – это не простая задача. Это задача формирования любви, дружбы к людям. Но при этом поиск диалога между языком, объединяющим народы, и тех родных языков, которые необходимо сохранить и создавать условия для их сохранения и развития. Это непростая задача. И, конечно, эта задача реализуется в первую очередь в системе образования, в школьной системе образования. Поэтому мы и работаем с учителями русского языка, с учителями родных языков. Мы работаем, безусловно, с детьми и с родителями для того, чтобы действительно формировать в сознании людей вот это вот отношение друг к другу, отношение к своим коллегам и, безусловно, это чувство любви, чувство патриотизма. Мы знаем очень много определений патриотизма, но, в принципе, по-моему, даже президент подчеркивал, что это особое чувство любви, которое формируется с детства до зрелого возраста, и это то чувство, которое действительно очень реализуется в современной ситуации на фронте в СВО. Мы видим, как приходят ребята, которые отдают свою жизнь за то, чтобы сохранить наше государство, для того, чтобы сохранить народ, проживающий на Украине. И с этого именно и началось. Не с захвата территорий, а с сохранения населения, русскоязычного населения. И в этой ситуации, конечно, языковая политика очень важна. И мы в июле проводили семинары с учителями русского языка, с учителями
которые преподавали очень длительное время украинский язык, а сейчас преподают в школах русский язык. И вот мы проводили семинары в Луганске, в Донецке, в Мелитополе. И я хочу сказать, что, конечно, любая ассоциация, она, с одной стороны, реализует просветительскую деятельность, а с другой стороны, она просто обязана реализовать образовательную деятельность. И эта образовательная деятельность, она направлена на то, чтобы мы помогали нашим слушателям конкретными материалами, которые они, соответственно, могут использовать в своей непосредственно преподавательской деятельности. Так вот, значит, наша задача, соответственно, реализовывать этот... Мы много с вами говорим о диалоге межнациональном, межконфессиональном. Мы же говорим в нашей ассоциации, говорим о языковом диалоге, о том, что для того, чтобы реализовывать этот языковой диалог, нам необходимо использовать, сравнить сопоставительный анализ диалога культур и показывать на уроках русского языка, на уроках родных языков взаимовлияние, взаимообогащение языков и культур. Но я думаю, что основной тезис или основной тезис, который бы я хотела озвучить, это безусловно языковой диалог, который необходимо разрабатывать и который необходимо реализовывать не только в России, но и на международном уровне. Спасибо большое за внимание.